Asus NUC 15 Pro. Ребят, серия NUC это очень известная серия, которую в свое время после Intel подхватил именно Asus. Эти нюки выпускаются, мама не горюй, они отличные. Это хороший вариант рабочего компьютера, мини-ПК, именно промышленного уровня. Да? Хотя я вам скажу, для домашнего пойдет запросто. Знаете, чем уникален? Потому что на этом мини-ПК можно даже поиграть во что-то. Мы сегодня обязательно что-то потестируем, потому что здесь стоит Intel Arc нового поколения видеокарта в паре с процессором Intel Core Ultra второй генерации. В частности, здесь 255H стоит, который действительно дал прирост по сравнению со 155-кой. У меня 155-ка была, и я вам честно скажу, он мне и на тот момент нравился. А этот еще быстрее, мощнее, учитывая его набор портов, который мы сейчас посмотрим на распаковке, он вообще идеален. При том, что вот эта вот маленькая машинка дает 99 тераопс производительности совокупной по искусственному интеллекту. То есть это классно для работы, для монтажа видео, потому что пакеты программы Dolby уже начали поддерживать именно эти NPU и все остальные моменты, даже Intel Arc карту, которая здесь. И мы спокойно на нем работали в пакете программы Dolby. Dolby Photoshop, Dolby Premiere и со всеми эффектами, с монтажом в режиме реального времени без прокси, если кто понимает, про что я говорю. Ну и, честно говоря, вот это не просто про ПК. Это про безопасность, про крепкость, именно про надежность, потому что здесь MIL STD810H стандарт. Такой надежности больше это стандарт, и при этом у него есть моменты очень быстрого обслуживания. Учитывая то, что есть программные комплексы по управлению централизованными этими мини-ПК, да, в корпоративном уровне, его еще и можно очень легко обслуживать, еще и легко апгрейдить. Но это тоже сейчас на распаковочке посмотрим. В общем, мое предложение сейчас пойти его распаковать и потестировать, да? Вот посмотрим, что на сайте производителя заявляются, а потом сделаем выводы. Переходим. Слушайте, стоп. А перед этим подписаться, еще и знаете что, ссылочки в описании под видео на этот мини-ПК, вернее на сайт производителя. И, конечно же, на очень много интересных разных гаджетов, которые мы проверяли и тестировали. А вот теперь переходим. Коробочка Asus NUC 15 Pro. А вот и сам Asus NUC. Смотрите, все очень просто. 2 HDMI. Казалось бы, 2 HDMI монитора можно подсоединить. Нет. 2 Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort. И можно 4 монитора по 4К. 2,5 гигабитный порт LAN. Один 10 гигабитный USB 3.2 версии, USB 2.0. И есть у нас, смотрите, 10 гигабитный USB 3.2 тоже и USB 4 на 20 гигабит. Прикольно все. При том, что смотрите дальше. Мы можем открывать его и модифицировать без инструментов. Сразу хочу обратить внимание на радиаторы для SSD-шников. То есть он не будет греться абсолютно. Именно SSD. У нас здесь стоит Wi-Fi 5 и 2 посадочных места под M2 NVMe. Здесь у нас PCI-Express 5, а здесь PCI-Express 4 под другой типа размера, немножко другого типа размера. Две планки памяти, это здесь стоит Crucial, сюда поставили просто 64 гига, но сюда можно поставить максимально 96 гигов, двухканальная память будет у нас работать в двух каналах. Отличное решение на самом-то деле по легкому апгрейду. Это очень-очень хорошо. Теперь давайте вот это все закроем и посмотрим, что у нас еще в комплекте. Так, закрыли, смотрите, щелк, все, мини-ПК собран. Кабель питания 120-ваттный блок питания вот такого вот формата, конечно же под DC выход. Крепление под мониторчик. Ну и остальные бумажки тоже нас уже мало волнуют. Можно закрепить, в принципе, сзади на монитор, для того, чтобы подвесить на какие-то крепления. В общем, настраиваем, переходим, тестируем. Смотрите, начнем с того, что заявил производитель. Конечно же, мини-ПК с поддержкой искусственного интеллекта на базе процессоров Intel Core Ultra 2 серии. Разработан как лучший компактный выбор для будущего, основанного на искусственном интеллекте. И действительно интересная тема, потому что работает на процессах Intel Core Ultra серии. Видите, обеспечивает до 99 тераопс и повышение производительности на 18%. Но давайте так, будем честными, 99 тераопс это мощность всей системы в искусственном интеллекте NPU плюс видеокарта.
А вот то, что поддерживает до 96 гигабайт DDR5 и 6400, это очень классно. Дальше у нас есть тут Intel Arc для ускорения искусственного интеллекта и визуальной производительности, а также технологии Intel Web Pro для обеспечения безопасности. Да, кстати, вот в принципе корпоративный сегмент такой, это упор прям про безопасность. Еще, кстати, у него PCI Express 5, NVMe SSD и Gen 4 для сверхбыстрого хранения данных. Thunderbolt, да, DisplayPort 2.1 и USB 4 на Wi-Fi 7. Короче, они сюда напихали все, что можно было именно для рабочего ПК, и плюс еще и прочная конструкция. Смотрите. US Military Grade, это Milos TD810H, это знаете, что такое? Это тесты на прочность. Тесты на прочность, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, DDR5, короче, и везде они очень-очень много чего пишут. Расширяемость, поддержка двух SSD и локальной сети, ну это мы уже с вами на распаковке видели, и повышенная безопасность. Поддержка 4 мониторов до 4К. Ну опять они вот это вот начинают. А вот знаете, что самое прикольное? Смотрите, Wi-Fi зондирование, интегрированная технология датчиков приближения определяет присутствие пользователя, удобно блокируя или пробуждая центральный процессор для обеспечения безопасности данных. То есть кто-то не тот подошел там, прикольно. Либо ты ушел, а он заблокировал, да. То есть вот это прикольно, кстати. Так, улучшенная безопасность, улучшенное управление, хорошо. И универсальность, крепление веса. Asus PowerSync. А что такое Asus PowerSync? Это передовое решение для управления питанием и подключением. Оно избавляет от путаницы кабелей, повышает эффективность подачи питания. Да ладно. Через HDMI цик PowerSync. Поняли? То есть его не надо, он поддерживает HDMI цик. Как на ТВ-боксах. То есть, грубо говоря, выключился монитор, выключился компьютер. Прикольно, прикольно. Расширяется без инструментальное открытие. Да, это мы уже с вами посмотрели, хорошо. Ну, конечно же, не греется. Это мы сейчас проверим, что они там заявляются. Ну и порты мы с вами интерфейса уже посмотрели. Кстати, есть программный пакет Nuke Pro. Мониторинг производительности, отказоустойчивость проигрывателя. Кстати, знаете, зачем отказоустойчивость проигрывателя? Их очень часто используют для обеспечения вот этих проекционных экранов и тому подобное. И удаленный монитор сервера. А, кстати, видите, они заявляют, что бесплатный месяц Adobe Creative Cloud для монтажа. Вы думаете, что нельзя монтировать? Сейчас покажу. Медиа, сфера услуг, интернет вещей, компании. Слушайте, все классно. Давайте я закину вам в описании под видео ссылочку. Пойдете сами почитайте, а мы перейдем с вами на компьютер. И поехали. А знаете, чего мне? Вот сразу там вот было Adobe Premiere, я сразу и начну с Adobe Premiere. Я попробовал помонтировать, ничего себе, многоканальные видео. Он спокойно тягает и в предпросмотре, при этом это высокобитрейтные видео в HDR. Вот чтобы вы понимали, вот это вот HDR видео на постобработке в конвертации в режиме реального времени в 709 профиль, да, через латы, и многоканальный, могу добавить пару переходов. Здесь сейчас работает раз канал, два канал, плюс 3, раз, два, 3, 4, плюс 4 звуковых канала. И на этом можно монтировать. При этом хорошо можно монтировать. Можно делать переходы. Вот, кстати, могу вам развернуть. Давайте открепим. Могу вам развернуть просто-напросто это окошко и показать, с каким, допустим, FPS идет у нас предпросмотр. И он идет 60 FPS невырубаемо. Потому что это видосы в 60 FPS, высокобитрейтные на 3 видеопотока плюс 4 звуковых канала. Ребят, на нем можно монтировать. Реально можно монтировать. Хорошо, с этим понятно. А ну-ка давайте сетевые возможности. Ну вот, пожалуйста, 1.7, 1.8. Это сейчас на внешний мир у меня там 2 гигабита заведено. И поэтому выдает он почти 1.7, 1.8. Плюс там компьютеры в сети. Блин, да вопросов нет. Вопросов нет, при том, что мы можем отключить LAN J45 и потестировать, допустим, тот же самый Wi-Fi. И будем иметь приблизительно такие же показатели, да. То есть 1.8 это все в гигабитах. Вернее, это в мегабитах, ну а в гигабит 1.8. Давайте, что у нас сейчас подключено. Asus 5G, давайте подключим даже сеть, он видит 160 мегагерцовые. Подключено, смотрим Connect, и у нас Connect 2,4 гигабита. А ну давайте повторно запускаем, и
и посмотрим на скорости. Wi-Fi 7, пожалуйста. То есть Wi-Fi-чик, ну вот на максимальную, то, что мы сейчас на него выделили, там до 2 гигабит, он практически максимально и выдает у нас возможную по Wi-Fi. О чем можно говорить? Давайте посмотрим на выгрузку. Теперь дальше будем смотреть, что же это за чудо-то такое, а? Смотрите, что самое интересное. По видеокарте это Intel Arc 140T, GPU 32-гиговая, при том, что, видите, оно пишет, что оно его не распознает. Сильно новая получается у нас обвес, да, этого процессора. Ну, есть как есть. К сожалению, GPU Z самый последний. ROG CPU Z, он показывает Intel Core Ultra 255H. Это не максимальный для этой модели. Там есть 265H SV Pro технологий. У нас, по сути, здесь 6, вот, знаете, разделение. У нас получается 6 Powerful, ну, короче, 6 производительность, 8 эффективных и 2 с низким потреблением ядра. Arrow Lake, а ну давайте по материночке, PCI-Express 5 видим, память у нас двухканальная, ну 64 гига здесь стоит, либо 4 субканала по 32 бита, ну по графике он тоже, видите, он не видит практически всего, да, 800 МГц. Такое себе. Давайте его забенчим, попробуем. Ну и что, посмотрим, что нам, с чем можно сравнить. Нужно это сравнивать с чем-то адекватным, да. Понятное дело, на одно ядро Intel Core i9 13900 проигрывает, но там 24 потока, 24 ядра, 32 потока. Ну давайте что-то более адекватное возьмем. Вот, если смотреть по Intel Core Ultra 7 155H, то, конечно же, он его обгоняет. Хотя я не вижу там супер какого-то прироста. Я думаю, что он обгоняет просто технологически за счет обвеса в Intel Arc новый, да, там и чуть-чуть более продвинутого NPU. Здесь получается 740 на одно ядро, 834 против 834. И было 8050, стало 8854. А вот по Crystal Disk Info мы видим, что у нас стоит диск, при том, что у нас PCI-Express 5, да, шина. У нас стоит PCI-Express 4, X4. Ну, вот так вот. И стандарт NVMe Express. Терабайтничек. Ну, что ты сделаешь. Давайте стартанем с вами тест и посмотрим, сколько данный диск работает. И посмотрим на охлаждение. Буду обновлять постоянно. Все, сейчас вернемся через секундочку. Опа, 4987. И самое интересное, температура выше 46 градусов не грелась вообще никак и ни при каком раскладе. То есть я, честно говоря, вот очень доволен и хочу посмотреть PCMark 10, у меня есть тесты полные. Хочу посмотреть, как вела себя температура при максимальных нагрузках в разных сценариях работы. Смотрим на результаты. Кстати, очень высокий результат по тестам. 6926. Я прям, честно говоря, удивился. Почему? Потому что, ну ладно, Essential, да, это вот 9599, он обычно самый большой. Это открытие, закрытие приложений, видеоконференц-связь. Но когда раздел Digital Content Creation, это создание цифрового контента, по баллам выше, чем первый либо второй пункт, это вот у меня очень интересно всегда вызывает такое, знаете, чуть-чуть интересное чувство. То есть без какой-то дискретной видеокарты, серьезной. Мы имеем здесь фото-редактирование, один из самых высоких баллов, 10544, пожалуйста. Работает рендеринг, визуализация и, смотрите, видео, редактирование, 43 кадра FPS на лету. Это тут опять же подтверждает мои слова, то, что на нем можно монтировать. То, что работать, допустим, с табличками, ну извините меня, тут уже даже проверять офис не хочется. Почему? Потому что, смотрите, Recalculate Monte Carlo, это через OpenCL, через аппаратное ускорение, это большая огромная база данных, которую она рекалькулирует, и она здесь 3,7 секунды, 3,7 секунды, чтобы вы понимали, какие-нибудь процы по типу Core i5 простого, там, либо там, я не говорю же там про N150, про N100 и тому подобное, они будут рекалькулировать это там 60-90 секунд, 3 секунды, бам, все, работает. Теперь по видеоконференц-связи ограничений нет, все отлично работает. По веб-браузингу любое видео до 4К спокойно браузит, поэтому работать на нем можно. Теперь по частотам, чем мы там достигали, 4987, это фактически в бусте при, ну давайте здесь, 4980, это максимальное, что я вижу, достигали. Теперь по температурам, пиковые значения у нас здесь были единичные показатели 89 градусов, средняя температура у нас, видите, держится там
62, 70, 73, 65, 74, но бывают и 93-70 в пиковом значении при каких-то очень высоких нагрузках. Тут надо смотреть уже и... Чтобы вы понимали, для таких процессоров это не является критичной температурой. До 108 градусов тут далеко. Это температура, скажем так, этого процессора до отказа. Но стоит обращать внимание. Но не на 100% он работает постоянно, да, на 100% полной нагрузки. Да, нормально. Нормально, в принципе, как рабочая тачка вообще отлично. Конечно же, видео проверять можно, нужно. Ну, давайте проверим. Ой, не туда. Да, проверяем, давайте проверим YouTube 4К. И я вам скажу, на таком компе, ну, хотя мы же понимаем, что его позиционируют как рабочую какую-то решение, то можно на нем спокойненько работать, смотреть видосики, там какие-нибудь на рабочем месте киношки, пожалуйста, смотреть. Смотрите, вообще не вопрос. Давайте нашу дикую реку. Вообще включение все происходит мгновенно. Вот 4К, смотрите, переключение мгновенно. В статистике для сисадминов ни дропов, ничего нет. То есть любое 4К видео 60 FPS гонять не хочу. Все. Вообще вопрос. Вы здесь можете смотреть фильмы, можете смотреть YouTube, можете смотреть любой контент онлайн без каких-либо ограничений. А вот знаете, с чем столкнулся? Попробовал потестировать на игровую производительность 4079. Слушайте, я такой смотрю, это 3D Mark. Я такой смотрю и понимаю, что, блин, а в танчики-то поиграть можно. Я думаю, что даже не в танчики. А чего-то сейчас запустим. И, кстати, температура в игровой производительности, смотрите, была 68, 79, 77, 70. И где-то тут она поднималась до 85 в пике. Это было, я обязательно про это должен сказать. Ну, давайте оценим в 1080p, чего у нас получится. Battlefield 85 плюс, Apex 130 плюс кадров, GTA 5 150 плюс кадров, да ладно, RDR 45, Fortnite 105, что вы со мной делаете, а? Так, слушайте, надо пойти попробовать во что-то поиграть. Давайте в PUBG запустим, елки-палки, аж интересно стало. А надо перед этим, знаете, что запустить? Еще MSI Afterburner. Обязательно. Хочу посмотреть еще и раскадровочку, сколько FPS даст. Да ну ладно, да ну что ты будешь делать? Еще и можно поиграть 60 FPS. Чтобы вы понимали. Блин, что у нас сегодня за молнии? 60 FPS, да хватит меня стрелять, я в тренировочном режиме. 67, слушайте, это играбельно. 97% загрузки GPU, конечно, на больше она не способна. Смотрите, на каких настройках. Идем на настройки, и это очень низкие. Ну, есть как есть, я обязан про это сказать. Сейчас мы куда-то постреляем. Сейчас мы просто постреляем, пойдем на дистанцию куда-то и будем уже играть дальше. Прям интересно, ну куда-то там. Тух. А ну-ка, стоять. Да что ты там выглядываешь? На тебе. Ну, слушайте, 60 FPS. 60 FPS на низких настройках в папах можно поиграть, на внутряночке. Знаете, это как называется? Это называется, мы уже подошли к уровню райзеновских порцов каких-то, именно вот этих вот RDNA 2, RDNA 3, которые у них на встройке, да, 780-е. Это прям прикольно. Ладно, с PUBG все понятно. Хотите прикол? Вот это вот Full HD. Пресет качества оригинальный, как на PlayStation, когда она вышла, и это 30 FPS. Это Horizon Zero Dawn. Здесь много растительности, можно поставить даже пониже. На минималках можно даже в серьезные какие-то тайтлы поиграть. Да ладно, слушайте. А ну давайте, графику это оригинально, можно поставить производительность и получить там 36-37 стабильных, 34, 35, 36. И это с хорошей графикой. И это будет работать. Ну это так, чисто, знаете, эксперимент. Понятное дело, что нового, вернее, мини-ПК корпоративного сегмента. Но никто не отменял возможность во что-то поиграть. Ну серьезно. Ребят, ну во что можно поиграть? Давайте куда-то там спрыгнем. Кто не играл в Horizon Zero Dawn и не стрелял в роботов из лука, это просто-напросто вы не играли ни во что.
А когда-то даже еще насчет этой игры, вот, кстати, до 50 FPS поднимается. Когда-то насчет этой игры была шутка, когда ее постоянно к PlayStation 4 Pro продавали, именно давали бесплатно, а потом эти диски пытались продать. Они не стоили ничего, а игра просто топовая. Ну, с Horizon понятно. Так, CSGO. Но здесь нам придется, конечно же, чуть-чуть его зажать по видео, потому что, слушайте, шаблон средний. Ну, давайте средний поставим. Посмотрим, что получится. Так, ну что, соточка? Соточка FPS-то ладно. Ну, блин, ну как так? Ну, это же Unreal, а? Ну как так? Да, блин, хватит меня стрелять. Тут 70, 80. Давайте какой-то там пушечка. Да блин, дайте хоть стрельнуть в кого-то. Что ты будешь делать? Я без звука, ничего не слышу. Какое-то месиво вообще, рубилово. Давайте в кого-то стрелять. Давайте в кого-то постреляем. Где тут кто-то был? Давай. Что, ни одного не завалю? Слушай, ну я могу сказать, что... Ой, я одного убил, да ладно. Сотка. Ребята, сотка в CSGO. Правда, конечно же, на низких настройках, не на максимальных. Давай, блин, ну ладно, есть как есть. Танчики. FPS 200. 200 FPS. Слушайте, ну конечно, что еще делать на работе, на корпоративном каком-то мини-ПК, в принципе, о чем можно говорить? Ну, то, что на нем играть можно в танчики, так это факт. Ну, вы уже видите, там до 200 FPS, даже если поставить какой-то там средней или высокой настройки, да будет там 60 это 100% вытянет. Ну, в танке, танкистам на радость, короче, да, получается. Такой Нюк 15 выпустили для работы. В общем-то, давайте же, наверное, проходить и, не знаю, делать выводы какие-то. Ну что, если кто-то увидит на работе, что я на рабочем Нюк 15 играю в танчики, наверное, по голове не погладят. Ладно, ребят, переходим. В качестве выводов скажу, один из самых интересных мини-ПК именно корпоративного уровня. Потому что если брать, допустим, цену, то ну, для конечного пользователя цена может быть совсем, скажем так, не маленькая. Но давайте мы будем честны и скажем так, что конечный пользователь и на 50% не будет использовать все эти фишки защиты, мониторинга и тому подобного, легкого апгрейда, которые необходимы, допустим, корпоративному сегменту. Но в целом это надежный, крепкий, мощный мини-ПК, которого хватит на много лет под искусственный интеллект, под какие-то там рабочие моменты и, конечно же, поразвлекаться здесь можно. Что ж еще делать там на работе, да? В общем, рекомендую, классная тема. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.